Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Как видите, сегодня я не один. Со мной Александр, мой товарищ. Приехал внезапно и поставил перед фактом, что он идет вместе со мной в землянку. Так что вот. Хочешь, не хочешь, а я иду. Ну вот уже на подходе. Сейчас посмотрим, как тут с грибочками спустя неделю. Грибов как и не было. Здесь было все. Здесь были, да? Все усеяно было. Даже молодые уже все погнили практически. Вот как дерево приземлилось недалеко. Ужас. Пауэрбанк большой? 20 миллиампер часов. Да. У меня тоже такой же. Ну, ничего, такой непоганый. Да, он полный, его хватит надолго. Так что здесь у нас масло сливочное. Ничего себе. Ну, так. Надо его подшаманить, он уже разваливается. Мока, по-моему, какой-то. Это сухие эти, ну типа... А, не, вот это мока. А то я не знаю, что это такое. Ну, Саша провизии на неделю набрал. Рыбу можно не ловить, грибы можно не собирать. Это такое, что этот, каша там, этот, засыпал, водичкой кипяточком залил, все. Побежал бакланов гонять. Такая стая здоровенная прилетела. Говорит, они ж всю нашу рыбу съедят. А говорят, что их тоже едят. Саша не согласился на мое интервальное голодание, поэтому Саша не согласен. сегодня будет завтрак. Саше надо кинуть что-нибудь за пазуху обязательно. Чайники тут я спрятал какие-то запасы от мышей. Вроде все в порядке, не залезли. Тут у тебя есть и Кормочка, перловочка. А ну чайку сховается. Чай же дает цвет какой-то. Да, главное, да, хорошая. А вкус, оно, знаешь, это получится чай с бакланами. С бакланятиной. Да, тут все верно. Технология такая, чем сверху больше набросать, быстрее разгорится. Вот еще жменьку. Там доломать их. Я показал, Алёшка. Вот так это самое. С таким... Как автоген, да? Вообще автоген, чистый автоген. Только чайник поставил, уже готово. Да, это как ракетного типа. Да? Ох и вещь вообще. Вообще Я песня. разжигал лучше сначала чайник в сторону, чтобы тяга была. Понял. Смотри, Саш, похвастаюсь, это мне мой товарищ прислал. Вот такой тесак в подарок мне. Не в подарок, я ему копеечку отослал, чтобы вроде как примета плохая ножи дарить. Ну да. Вот это огниво еще есть высекать искру. Сегодня испытаю, еще первый раз с ним вышел. Настоящий походный нож. Можно, да, и деревья какие-то, ветку. О, конечно, тут сталюка, по всей видимости, настоящая. Да, кованый. Это чувствую, вот кончиком. И уже чувствуется, что оно как липнет кожа к нему. Бриться можно, да? Ну, можно сказать. Жик и пошел. Жик. Сейчас попробуем, что это за заморские закуски. Деликатесы. Я с удовольствием всегда ем. Да. Всегда с удовольствием. Ну, Но горел еще, сарай, гори и хата. Наверное, я кофейку выпью. но еще больше, с большим удовольствием я ем сало с чесноком. Кстати, отличная наживка на леща сала. Да? Маленькие кубики. А в идеале еще раздавить туда чесночок.
чтобы запашок был чеснока. И кормушка, маленький поводочек и на крючок сала. Чайник быстро закипел. Закипел? Да. Саша, как истинный рыбак, уже успел прикормить рыбу. Так что сейчас немного перекусим. Саша пойдет добывать нам уху. Ну а я здесь на хозяйстве буду заниматься беседкой, которую не успел сделать в прошлый раз, потому что пришлось экстренно покинуть землянку. Чуть-чуточку, а то сильно насладил. Так. Мгм. Мне как-то и непривычно, когда столько много провизии. Я пытаюсь навести в землянке маломальский порядок. И в процессе услышал непонятный звук. Какой-то писк. Я думал, на улице, может быть, деревья скрипят или птички поют. Вот. А потом услышал еще раз и где-то понимаю, что где-то внутри. И увидел вот такое вот чудо. Кто такой зверь? Где твоя мамка? Ты ж вроде не мыша. Не пойму, кто это такой. Длинный, это не знаю кто, норка или сурок какой-нибудь. Не знаю, кто это. Что за зверь. Пищит бедолага. Я выйду из землянки, отойду подальше. Чтобы мамаша не боялась. Может быть, заберет свое чадо. Заодно посмотрю, как там дела у Саши на рыбалке. Я прошелся к тому месту, где в прошлый раз была целая поляна белых грибов. От них даже след простыл. Не осталось ничего, никаких-то там остатков или сгнивших. Просто как их и не было. Хотя грибы, которые возле землянки, как там они, валуи или грузди, по-разному их называли в комментариях, я сам лично не знаю, как они называются. Они все еще остались, полусгнившие. Здесь же от белых грибов даже следа нету. Видимо, пока здесь меня нет, зверюшки их слопали. Другого объяснения я не нахожу. Это похоже на лёжку каких-то животных. Видно, что здесь кто-то валялся. Я пока приостановил уборку в землянке, специально закрыл двери, чтобы не пугать зверюшку. Может быть, она осмелится и заберет своего детеныша. Печку вы уже видели. Вот здесь будет одно кресло, посередине стол и еще одно кресло.
Ну что, понемногу вырисовывается картинка. Я думаю, вы поняли мою задумку. Вот здесь будет кресло, столик, здесь еще будет полочка, вот здесь еще одно кресло. Все это будет в камушках. Думаю, что будет симпатично. Немного уже подустал, пойду отдохну и посмотрю, как у Саши дела с рыбалкой. Не понял. И здесь нет. Сижу уже минут 10. Думал, может быть, по нужде отошел. До сих пор нет. Непонятно. Сейчас буду искать. Сколько сыроежек мелких. Есть такое предположение, что белых грибов не удастся найти. Но вот сыроежек много. Может быть, их попробовать пожарить. Я их ни разу не ел. Ну нифига себе. Пол мешка. Я тебя уже в розыск подал. Ага. Смотрю, удочки на месте, тебя нету. Жду. Ну классно, слушай. Красноперка в основном. Да, такая большая, Лёшка. Блин, крючок в иголку выгинал. Ничего себе. Одна так вообще, ну несколько штук большеньких. Видать, там или же такая большая с ними есть, что, или же кто-то на них там охотится. Слушай, как он лупанет, такой всплеск, такая моща. Чувствуется. Я думаю, может щука там их косит. Может голавль. А может голавль, да. Всё, я нашел Сашу, Саша нашел рыбу. Что мы с ней будем делать теперь? Да, хорошие есть такие красноперки. А что будем делать с ней? Ну не знаю, есть ли, ну что еще? Ну не сырой же. Ну понятное дело. Сейчас почистить ее, посолили. А Жарить? мука у тебя есть? Муки нету, но в манке я делал, замечательно получается. Молодец. Не, ну еще в процессе еще много. Это. Что со зверушкой делать? Не забирает ее мамка. Жалко, блин. Похоже, у нас гости. Юрик приехал. Вот дает. Ты как нас нашел? Я ехал по лесу, слышу, кто-то разговаривает. Да? Удочки упали где-то. В смысле упали? Потерял? Да. Бляха. Пройду назад. Туда где-то. Юра по дороге потерял удочки. Чехол расстегнулся. И где-то выпали. Надеется, что недалеко пошел посмотреть. А я сейчас хочу сделать небольшой веничек, чтобы в землянке поубирать паутину, погонять там комаров. Я поджег вот эти специальные спиральки от комаров. Вонючки такие дымят. Вот сейчас протравлю хорошенько, чтобы к вечеру проветрилось. Темно не видно ничего, ну вот такие вот спиральки комариные, я думаю, многие знают, использовали. Фу, туман, тут дышать нечем, но гости приехали, надо срочно порядки наводить. Сейчас поубираю паутину. Ничего себе наловил. А что мы будем со всей едой, что мы притащили, делать? Ну видишь. Что, Алешка, ну останется, банки останутся, мы ж не последний день живем, голубчик, а тем более банки. Мыши их не съедят. Осенью, в августе теща уедет,
Я еще подскочу. Так здорово. Я теперь, когда Саша и на рыбалке, и на кухне, я могу Не, на копать, кухне- рыть, на кухне это ж убирать. я тебе помогал, что ты там занимался чем-то. А вообще я, конечно, на кухне не очень-то сдатный. Как это вообще шикарно получается? До кухни я вообще не очень-то сдатный, честно тебе скажу. Еще и кабачки есть. Блин, надо их сегодня замариновать, наверное. Так, ну что, хлопцы, обидаем. Это коньячок, а это виски. Кому шо. Коньячок помягче, виски покрепче. Вот постолько ж хватит? Да, да. Мне точно. Ну дай тебе Бог, Алешка, жить Да, долго. Леш, уже с прошедшим тебе днем рождения, что мы тебе пожелаем? Счастья, здоровья, успеха в твоем, В твоем нелегком деле. нелегком деле, да, в Понятно? твоем увлечении. В общем, всего тебе самого хорошего. Ну и что, чтобы побыстрее эта война закончилась, и мы здесь были в мирное время, как это было до До войны. того, да. Да. И все было хорошо в нашей Спасибо. жизни. И главное, в личной жизни, чтобы все сложилось. Дякую, спасибо. А на чем ты, что ты туда Ну, добавил? можешь снять, пусть снимать. Ничего страшного. Потом оставишь, тебе как-то будет. Вискарик чисто на дубовых, на дубе, Мгм. дубовой бочкой. А это, ну, тут секретные ингредиенты. А, понял. Красноперка. Вот у нее косточек нету почти. Здесь попадается плотва, а у красноперки у нее уж нет костей. Ну, имеется в виду один хребет. Нет мелких костей, как у плотвы. Мгм. Никогда даже не слышал об этом. Проверю. Да не, он у меня садок есть, я взял. А садок, да, я видел. У тебя молодец, у тебя садок такой капитальный. Чтоб Юра без садка приехал. Это я могу без удочек приехать. Вот это топор работает, я говорю. Вот. Ну что, мы подужинали, мужики пошли забрасывать снасти. Я сейчас пойду искупнусь и заодно прорежу окошко среди камышей, чтобы можно было забрасывать фидер. Юра привез снасти, собираются они порыбачить. Ну а я буду заниматься установкой палатки, потому что гостей надо размещать. Я как гостеприимный хозяин буду спать в палатке сегодня. Вот. Не знаю, что за удочка. Давай тут прорвем, где поменьше. Давай, здесь сюда бросать. Ну вот тут вот можно напротив. Вот здесь вот. Чем помочь, Юрий Васильевич? Справляешься? Да, пока справляемся. Да, наверное. Пиши заявление на расчет. Видите, почему я не люблю гостей приглашать? Потому что Гостей. начинаешь Гости бегать, начинают хамить. лезь, говорит, вырывай камыши, ныряй, говорит. Да не могу, я заболею. Я сказал, что у меня, говорит, бронхит, да. Сидя кидаешь. Ну, надо, чтобы не напрягаться. Что, никого? Никого. Никого.
А ты пробовал наживлять что-нибудь на крючок? Не, не пробовал. Рекомендую. Да? Что это обязательно? Я думал, она будет на эту клевать. А, заглатывать ее прям. Ну да, и рядом крючок же, там падает с ней же. Ну да. Попробуй. Сейчас попробую. Осталось еще пару часов светового дня. Юра с Сашей еще рыбачат. Ну а я буду устанавливать тент в виде палатки. Вот здесь, прямо на берегу водоема. Утром здесь долго не поспишь. Солнце встает и светит сюда прямо на берег. А в землянке, конечно, можно спать долго. Там солнышко не мешает. Прохладно. Когда я приехал сюда 2 года назад, я использовал бутылкорез и из пластиковых бутылок, очищая прибрежный мусор, нарезал вот такие вот ленты, которые очень крепкие и долговечные. Понадобится всего лишь один небольшой отрезок веревки, или в моем случае вот такой вот пэт-ленты, и несколько колышков, чтобы закрепить тент. Шикарный тесачок, подаренный моим товарищем Виталием, очень помогает в обустройстве лагеря. Рубит просто любые ветки. Очень здорово. Можно использовать вместо топора. Предварительно я убрал все камушки и ветки, чтобы не давило в пятую точку во время сна. Ну и теперь остается залезть вовнутрь и распрямить подвернутые края тента. Ну что, как говорится, как тебе такое, Илон Маск? Сегодня работы уже не будет, земляную кухню я буду доделывать завтра. А сейчас мы поужинаем, попьем чаю и будем готовиться к ночлегу. Пока мои друзья травят байки у костра в ожидании, когда закипит чайник, я хочу вам похвастаться своей обновкой. Возможно, вы видели в моих последних видео многофункциональную саперную лопатку. Мне ее презентовал мой подписчик, и она настолько понравилась мне в работе и в своем функционале, что я зашел на сайт производителя, чтобы поглазеть, что там есть у них еще интересного. И, собственно, нашел именно то, что мне нужно на данный момент. Раньше, когда я жил здесь постоянно в землянке, у меня была на крыше солнечная панель, явно не туристическая, такая стационарная. 120 Вт мощности и около 10 кг весу. А так как сейчас я хожу в кратковременные походы 3-4 дня, максимум неделя, то тягать такие веса и габариты совсем не резонно. И вот что я нашел. Вот такой фонарик. Чем он меня заинтересовал? Это тем, что у него есть солнечные элементы и заявленные характеристики, более чем достойные. Осталось, конечно, их только проверить. Я хотел сделать сравнительный тест со вторым фонариком, который привез Саша с собой. Но что-то пошло не так. Он, конечно, светит довольно ярко, возможно, даже на максимальной мощности ярче, чем этот новый фонарик. Но то ли он забыл его зарядить, то ли что-то там у него поломалось. Он быстро начинает выключаться. Вот он опять погас. В общем, сравнительного теста не получится. Да, он бы был и не особо корректный, потому что характеристики, заявленные в новом фонарике, намного серьезней. В общем, начинаю тест этой люстры. Спать мы пока не собираемся. И какое-то время она сегодня погорит. Приезжается конденсатор этот.
Вот. И тогда он, получается, ты сбиваешь ему, ну, будем говорить, этот неправильный ход ему, выключил зажигание, дрынь-дрынь, потом опять раз включил зажигание и сразу тух, и он хлоп и все. А так получается в чем дело? Ты едешь, дрых, вот приехал, например, заглушил, хлоп его и заглушил, а он крутится, он же бух, и остановился. Еле уложил пенсионеров. Топаю к своей палатке. Уже утро следующего дня, вчера мы немного засиделись. 2,5 часа проработал фонарик в режиме люстры на максимальной мощности. Когда открыты все лопасти и в небе есть солнце, загорается индикатор заряда. Это говорит о том, что аккумулятор сейчас заряжается от солнечных элементов. Еще есть обычный фонарик направленного света с одним светодиодом. И в нем 3 режима яркости. Причем на самом маленьком режиме, на самом маломощном, он должен проработать 70 часов. Что касается люстры, при максимальной мощности должен проработать 10 часов непрерывно. При 50% нагрузки 18 часов. 18 часов это 7-дневный поход, 6 ночей. То есть каждую ночь 3 часа я могу использовать фонарик, что очень и очень достойно. Осталось проверить, совпадут ли заявленные характеристики и действительные. 5:30 утра, сегодня 4-й заключительный день нашего похода. Сейчас пьем чай, пару часов рыбалки и собираемся в обратный путь. Ну а мне уже есть что сказать об этом фонарике. Первый вечер, 2,5 часа непрерывного горения. Второй 2 часа ровно. И третий день 3 часа. В третий день я хотел его разрядить полностью, понимая, что на следующий день мы уходим и в принципе электричество не понадобится. Но спустя 3 часа хотелось уже спать, свет мешал, я его выключил. В общем, в итоге 7,5 часов из 10 заявленных он точно прогорел, но еще не разрядился. Поэтому для чистоты эксперимента я его добью уже до полного разряда дома и сообщу, сколько получится. Но в принципе даже этих часов горения лично для меня полностью покрывает все мои потребления, полностью устраивает. В общем, могу рекомендовать к использованию. Оставлю ссылку под видео в описании. Компания Killnex. Печка еще красная. Друзья, буду выключать свет, чтобы комары не налетели в палатку. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Спокойной ночи. Всем мирного неба и до встречи в следующем видео. Доброе утро. Солнце совсем не помешало мне поспать до 8 часов утра. Я слышал, как Саша рано утром встал, пошел на рыбалку. Потом и Юра следом проснулся, попил чаю, тоже где-то рыбачат. Сейчас пойду смотреть, как у них успехи. Сашины удочки стоят, а его снова нету. Как и Юры, собственно.